серфинг – это дорогой спорт? Я прилетаю, никто меня не встречает, все про меня забыли. Все время были отмазки. Или жена, или дети, или учеба. Сейчас у меня закончились отмазки. Я не могу сказать, что я хочу. Объясню, почему. Фу, чё? Давай не будем забегать вперед. Самый старый человек, которого я учила, да, это 75 лет человеку было. То есть не миф. Это не миф. Из гостей впервые такое, что именно остров, как ты говоришь, звал, да, тебя. И, возможно, я уеду. До какого срока ты серфила, когда была беременной? О! Прислушаться к себе или что? Вот как это? Например, я говорю, вставай на доски, у него... Ага. Никогда в Латвии не чувствовала себя, что это прям мое постоянное место. Столько всяких маленьких деталей, нюансов. И плыви туда, не туда. Всю вот свою осознанную жизнь мечтал о том, что хочу попробовать. Очень многие пытались меня, так сказать, выгнать из этой индустрии. Очень близка твоя вообще философия. Вот эта работа руками, это то, что в этом веке очень не хватает. Привет всем, с вами Илья Ткачев и подкаст «За границей обычного». Здесь мы говорим об эмиграции и о людях, выбравших этот путь для себя. Сегодня у нас в гостях Кристина Жукова, создатель и владелица одной из самых крупных серфинг-школ на юге острова Тенерифе. С ней мы поговорим об океане, о любви к этому виду спорта, о том, что происходит вообще в принципе в мире серфинга сегодня, ну и, конечно же, о ее истории эмиграции. Привет, Кристина! Привет, Илья. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Очень рад тебя здесь видеть. Спасибо, что пригласили. Я и серфинг — это совершенно такие вещи несоприкасаемые, да? Вот, хотя вроде визуально мне всегда нравился, но я не представляю себя никогда. То есть я вот полный профан, вот полный, вообще ничего не знаю. Это можно исправить, Да. Это так во всем. Но не могу сказать, что я хочу. Объясню почему. Я, наверное, из тех людей, которые считают, что это суперопасный вид спорта. Хотя очень красивые, романтичные, но очень опасные, на мой взгляд. И что вот, когда готовился к интервью, да, речь идет о том, что есть мифы, да, некоторые, вот тоже, что вот надо быть суперсильным, во-первых, для этого всего, и вот выносливым, и только молодым, потому что остальным там делать нечего. Вот. Как ты мне скажешь на это? Что ты мне скажешь? Я не могу не согласиться. Да? Нужно быть очень сильным, молодым и очень много тренироваться. То есть это не миф? Это не миф для профессионалов. То есть вопрос, что ты хочешь достигнуть в этом виде спорта. То есть если ты хочешь быть на первых местах мира или серфить по огромным волнам, то нужно начинать тренироваться достаточно заранее, не в 40 с чем-то лет, да, и нужно, конечно, очень за собой следить и тренироваться очень много. Не, подожди. Профессиональное – это профессиональное. Вот именно, вот оттуда и этот миф, понимаешь? Миф оттуда. Вот именно, потому что реально серфинг можно попробовать в любой момент жизни. Вот, например, самый старый человек, которого я учила, да, из всех вот вообще в истории моей карьеры, так сказать, это 75 лет человеку было. Ого, 75 лет. Это было в Португалии, немец, очень целеустремительный. Он ко мне подошел и говорит: я всю жизнь, всю свою осознанную жизнь мечтал о том, что хочу попробовать. Хочу серфить, но все время были отмазки. Или жена, или дети, или учеба, или работа, или карьера, или дом строить, или все равно, что ты хочешь придумать. Сейчас у меня закончились отмазки. Вот в этом моменте у меня закончились все отмазки, я чувствую себя достаточно стабильным. Физически, более-менее, насколько это возможно в этом возрасте. Можешь меня научить? Я ему сказала да. Так, какой результат? Какой результат? Он каждое мое слово слушал внимательно. Например, коленку, если так, значит, он на миллиметр ее будет ставить так. Не только немецкая тема, да, но и тема возраста и опыта. Он на первом занятии встал на доску. Медленно, на пару секунд. Я слышал, что это вообще чуть ли нереально. Вообще, очень даже реально. То есть, имеется в виду, что суперсложно, что даже не думай, первые сколько-то занятий, ты будешь вообще просто пытаться там... Нет, очень много людей привстают на первом занятии. Что имею в виду привстают? Не то, что я встаю, я еду, и 300 метров я проехала. Нет,
я привстаю, и это ощущение ловлю. В чем плюс серфинга? То есть я уже на первом занятии я начинаю чувствовать, вот что это вообще такое. Даже если я не успеваю это осознавать, да, то реально ощущения уже пришли. И так было с ним. Он уже на первом занятии привставал. Классно. Я после занятий, кто меня знает, я всегда так делаю, как, знаешь, училка такая, я даю домашку. То есть я вижу, что человек хорошо-плохо сделал, то есть я вижу его физические возможности, я вижу, что у него, вот какие привычки, да, вылезают, кто там был сноубордером или все еще сноубордер, кто там занимался другими видами спорта, кто танцами, кто футболом, у всех есть какие-то свои маленькие привычки или большие. И видя эти привычки, нужно над ними работать, ну, то есть над мышечной памятью, чтобы эти привычки не поменялись, а вот перепрограммировались на момент серфинга. Перенести как бы, да, вот уже привычное что-то на нечто новое для человека. Вот именно. То есть я ему давала вот эти вот советы, и вот насколько мы с ним были в контакте, он все еще серфил с каждым разом чуть лучше. Он никогда не шел на, ой, я хочу на короткой крутой доске, на огромной большой волне. Нет, он всегда шел чисто на наслаждение. Я хотел попробовать, я попробовал, мне понравилось, я хочу продолжать наслаждаться этим, да. То есть это была его цель. И вот ответ на твой вопрос, насколько это безопасно или небезопасно, насколько это возможно или невозможно по физическим твоим вот возможностям. То есть тут что происходит? Я могу это сделать в любой момент. Мне 5 лет, мне 2 годика или мне 75 лет. Я могу это попробовать и решить, где мой лимит. Возможно, если мне 5 лет, мне понравилось, я иду на это, и в один момент я решаю стать профессионалом. Или мне 13, или мне 20, и я решаю идти этот путь. Но мои физические возможности, они занимаясь этим видом спорта, только понемножку будут расти и давать мне больше возможностей. А до какого лимита, это уже мое решение. Я могу прийти на океан, посмотреть, сегодня волна огромная, не хочу. Может могу, может не могу, не хочу. Или хочу и иду на это. Попробовала, получила по голове. В следующий раз буду знать, что мне нужно или больше подготовиться, или подыскать другую волну для себя, да, то есть, это тот процесс, который мы идем со своими учениками, да, в этом мысль, да, то есть. Супер, давай не будем забегать вперед. Хорошо. По порядку. У нас все-таки подкаст про иммиграцию, да, и, естественно, ты как иммигрант, вот мне интересна твоя история иммиграции. А откуда ты, вот, может быть, кратко как-то, да, вот как ты оказалась здесь в итоге на Тенерифе? Я кратко не знаю, умею ли, как можешь. Хорошо. Я из Латвии, я родилась в Риге. Я жила большую часть своей жизни в Риге и ездила в гости к своей бабушке и дедушке и к двоюродному брату и дяде в Смоленск, да, то есть тоже ездила туда-сюда. Обычно, до какого-то времени мы там проводили лето, да, мне очень нравилось, это было прям очень классно, и я могу сказать честно, хотя латыши на меня могут обидеться, я никогда в Латвии не чувствовала себя, что это прям мое постоянное место, да, я оттуда, я знаю, что я из Латвии, у меня латышский паспорт, все еще, да, и думаю, что долго еще будет. Но я чувствовала, что это временное ощущение, что я вот там дома, да, но это временное. И когда я начала работать уже в Латвии, у меня появлялись возможности куда-то выезжать. И это было то ощущение, которое я ловила, что вот это то, вот куда я иду, что я еду куда-то. Но в Латвию я возвращалась, потому что надо было. Это была моя, так сказать, резиденция, да. Ну вот, и в один из этих моментов... То есть дух такой путешественника такого, да? Чуть-чуть, вот да. Вот авантюризм такой некий, да? Вот, да. Поехать что-то новое узнать, вот это вот. Да, но не всегда хотелось возвращаться обратно, да? То есть, знаешь, вот это ощущение, я уехала в отпуск, тут хорошо, тут замечательно, но хочется домой. Да-да-да. У меня нету этого ощущения. Там этого не было. Да. Ну вот, и я, значит, работала очень активно в организации концертов. В один момент я беру отпуск. Очень заранее было сложно спланировать из-за планировки концертов. Одна девчонка, с которой я училась в университете, мне написала, говорит, слушай, вот мы набираем группу девчонок, и давай поедем серфить. В этот момент, чтобы ты понимал, серфинг для меня был такой, подожди секундочку,
Что это такое? То есть понятия вообще не имела никакой. Да, я занималась регулярно сноубордом, там какие-то разными видами спорта. То есть спортивные какие-то темы да, были. Угу. Но серфинг для меня был вот что-то вот где-то далеко, непонятно, да, не то, что я посмотрела фильм, захотела, поехала туда, нет, просто, интересно, давай попробуем. Мы уехали, 21 девчонка и 1 парень, мой брат. Он уговорил нас. Прекрасная компания для брата. Да, он насладился поездкой. Ну вот, и я уехала в Португалию, в Сагреш, замечательное место. И там мы провели, если не ошибаюсь, 7 дней. 6-7 дней, ну, недолгое путешествие было. Не могу сказать, что это очень было про серфинг. Главная тема была серфинг, но я вообще не помню, что именно я там такого достигла, что меня прям зацепило. Но я, когда ехала обратно, поняла, что я уже не понимаю, куда я еду обратно. То есть что-то вот, какой-то вот этот клик, который я не могла объяснить. И я начала искать возможности. Как, что, где. Мне все еще нравилась моя работа, но я уже не могла себя удержать на месте. И случилось так, что я нахожу возможность ехать на Тенерифе. Когда я уже начинаю понемножку собираться на Тенерифе, мне пишет той же самой школы, где я училась в Португалии, начальник мне пишет, мы с ним были на связи, ну такая дружеская переписка. Он говорит, мы ищем человека на сезон, вот чисто вот помощник, привези, помоги и так далее. Хочешь? Опа. Да. Возможность сразу есть, да? Да, интересно. откуда-то появилась, да? Я говорю да, и уезжаю в Португалию, в Сагреш. И там я прожила 8 месяцев, вот, привези, помоги и так далее. В этом процессе у них был очень такой активный сезон, что они не справлялись, очень-очень много народу. И в один момент инструктора меня начинают просить помощи уже на пляже. А на пляже в тот момент я что делала? Приносила воду или помогала какому-то клиенту с чем-то, да, с чем-то, что вообще не связано с серфингом. И параллельно я рано утром на первым светом убегала серфить, потому что, конечно, это была главная причина, почему я вообще там находилась. Да. Ну вот. И они начинают меня просить помочь. Это дошло до того, что мой начальник ко мне подходит и говорит, слушай, я готов тебя учить на инструктора. В этот момент у меня вообще вот такой мысли нигде не появилось. То есть у меня было, я вот просто провожу лето, сезон, как это назвать, и думаю, что делать дальше. Возможно, возвращаться, потому что начальники из Латвии мне писали и, ну, как бы думали, что это у меня вот просто переклинило, и сейчас она вернется. Надо вот выпустить пар, там немножко сменит сейчас это. Да, и вернется без проблем. Такого не случилось. Ну вот, и я понемножку начала идти сама к мысли, что инструктор серфинга, почему бы и нет? Тренировалась все еще рано утром и поздно вечером, убегала на свои тренировки серфинга, читала, пыталась понять, как что в свободное время. И так я дошла и сдала экзамены на спасателя сначала, да, но это как бы обязаловка перед тем, как сдавать на инструктора. Так раньше было, сейчас это чуть-чуть поменялось. Сейчас не нужно? Сейчас нужно, но это уже включено в курс, то есть не отдельная история. Да, чуть по-другому поменяли систему. Ну вот, я сдаю на спасателя на острове Лансароте, и заканчивается сезон. А что дальше? В Латвию я не вернусь. Мои начальники мне говорят, мы с удовольствием тебе можем предложить, где остаться, но работы-то нету там. Я осталась там до середины ноября, разобралась с последними как бы туристами, уже мне разрешали чуть-чуть им помогать в обучении, те, которые уже что-то знают и так далее. Мы вместе выходили серфить, я следила за безопасностью и так далее. И я не понимаю, куда мне податься, да, то есть я начинаю искать. Опять Тенерифе, не знаю, откуда выскакивает предложение, что школа серфинга ищет помощника. Лицензии инструктор в этот момент у меня еще не было. Опять Тенерифе. Я соглашаюсь, но я пыталась найти самый дешевый перелет на Тенерифе. В тот момент я зарабатывала 300 евро в месяц, да, то есть было, ну так, интересненько с деньгами. Это когда было, подожди, какой год? 9-й, 10-й, да, где-то так. Ну, даже для этих годов 300 евро. Могу ошибиться, да? Ну, да, это чуть-чуть совсем. Ну вот, то есть, хватало еле на что-то. И я нахожу самый дешевый вариант, как прилететь, что было бы, конечно же, вот так вот, да.
В тот момент, когда я попадаю на Тенерифе, через 2 дня после того, как мы последний раз разговаривали, в этот момент не было так, что был интернет доступен везде и так далее. Были совсем другие времена. Я прилетаю, никто меня не встречает, все про меня забыли. Оказывается, пока я летела, 2 хозяина школы, они расстались. То есть там был спор, что-то у них там случилось, и в этот момент школа разделяется в 2 части. Один уходит делать свой лагерь, другой уходит делать свою школу. То есть я им уже не нужна. То есть они пока не понимают, что вообще им нужно. Да. Я про это не знаю. Никто меня не встретил, я иду в школу. В школе логично, там какой-то продавец что-то знает, ничего не знает. Ничего не знаю, иди ищи. По дороге я встречаю, по фотке узнаю этого человека, который был со мной ВКонтакте, и он говорит: слушай, вот такое вот дело, ты нам не нужна. Класс. Я нахожусь на Тенерифе 3 недели, ищу какие-то возможности, вдруг откуда-то я вдруг что-то найду. Я чуть-чуть подработала официанткой, чисто, чтобы спастись по финансам, и продолжала искать возможности. Мой начальник из Португалии, замечательный просто человек, я ему написала, в какой ее ситуации, он говорит: давай я по знакомым узнаю, вдруг кому-то что-то нужно. И появляется предложение с острова Лансароте. Там мне предлагают тоже работать в серф-школе, помогать и так далее. Там я уже продолжаю сдачу своих экзаменов, становлюсь инструктором. На этом острове было все вот просто замечательно, зарплата уже была совсем другая, да, Португалия с Испанией со своими зарплатами очень отличаются, я уже могла чуть более встать на ноги, но я понимаю, что остров не мой. Вот опять это ощущение, которое меня гонит куда-то. То есть все время вот эти вот знаки: езжай на Тенерифе, езжай на Тенерифе. Хоть она меня не приняла в один момент, потом опять хочет меня звать. И вот таким образом, вот этот вот, по-моему, 4-й раз, как Тенерифе меня звала, меня вызывают на школу, которая рассталась, та, которая осталась школой, меня вызывают работать туда уже инструктором. И сначала контракт на 3 месяца, да, на лето чисто, когда им надо было дополнительную помощь, и потом мне все время продлевали этот контракт, все время, пытались меня удержать. Интересная у тебя история. В итоге, получается, на моем опыте из гостей впервые такое, что такая история, что именно остров, как ты говоришь, звал, да, тебя, что остров звал, что было такое, что знаки подавали, что так или иначе он где-то фонил, где-то все время маячил. Я здесь, да, я здесь, приезжай сюда. И да, не все легко было, да, но в итоге зацепил. Как мы сейчас уже знаем, да, забегая вперед, мы понимаем, что все случилось. Интересная история, что ты родилась и не чувствовала себя в своей тарелке там, а здесь себя чувствуешь в своей тарелке? Не знаю. Сколько ты здесь уже, получается, живешь? Получается, с 9-8 года, ты говоришь, да? На Лансароте 8 месяцев, 9 месяцев ты прожила. Переезжала, но да, получается, наверное, 15, если... плюс-минус там, да? Где-то так получается, если на постоянке. Так что уже не выездно. Наверное, где-то 15, да, плюс-минус. Но ты знаешь как? Я не могу тебе сказать, что я здесь 100% дома. Да, я тут знаю свои дороги, я тут знаю людей, я тут знаю, как делать, как не делать. Но ты знаешь, у меня время от времени возвращается это ощущение, вот то самое, что, да, вот это вот самое, из-за которого я вот здесь сейчас. И меня опять куда-то зовет. Я пока не могу понять, куда, интересно. Как. Вот это ощущение, в один момент мне задавали этот вопрос: ты все уже, ты на Тенерифе, это твой дом. Я не знаю. Да, тут мой дом, моя семья, тут родился мой сын, тут живет мой муж, все замечательно, но мы все вместе не имеем что Тенерифе это навсегда. Возможно, через год, 2, 5, 10 я скажу: да, это был мой дом, и это все еще есть мой дом. Но есть это ощущение, что, возможно, все-таки на какое-то время, и, возможно, я уеду. Интересно. Слушай, а не связано ли это вообще, в принципе, с этой профессией? Потому что у серфинга, да, есть такая репутация, что люди ветреные, ветреные в каком смысле? Что ветер в волосах, там, да, не праздная жизнь в моменте, сейчас, нет ничего постоянного, живем одним днем, там, серфим здесь, потом переехали туда, уехал сюда, это все.
все, да. Фильм с Киану Ривзом «На гребле волны». Конечно, ой, Культовый сколько... фильм. Да. И вот там, мне кажется, он многих очень заразил тогда вот этим вот вайбом своим, вот эти большие волны, хоть там Патрик Суэйзи играл там вот этого вот главаря банды, да, которые там вот все это. Но, тем не менее, романтизм вот этот вот весь, всего вот этого, конечно, там присутствует вот это братство, вот этого, какая-то особая категория, там они вот какие-то отличаются, да, вот у них какой-то вот это, бесстрашные такие вот, и веселые, да, вот живут сегодняшним днем. Так вот, такое длинное у меня это... Так вот, не может ли быть это просто как вот, ну, какое-то внутреннее вот это вот... То есть почему серфинг, да? Может быть, потому и серфинг, что вот это вот желание жить, нет дома, знаешь, как это, как цыгане, которые все время переезжают, да, вот у них нет какого-то места, где бы они жили всегда. Так и серфер, который вот ищет свою волну по всему миру, там условно, волну можно иметь в виду, да, не обязательно волну в реальном смысле, а в целом, да, вот, ну, энергию, где ты хочешь жить и так далее. Знаешь, энергия меняется. Угу. Вот, возможно, это с темой связано, но ты знаешь, я думаю, что это больше связано то, что происходит именно на месте, где я нахожусь. Угу. Возможно, мне уже на Тенерифе чего-то не хватает. Угу. Возможно, это то ощущение, что хочется новую волну, да? Угу. Возможно, да, это связано с тем вайбом серфера, только вайб серфинга тоже очень поменялся за эти годы. Он стал очень популярным, очень доступным для всех практически, да. Вот, когда я начинала, тогда не были доступны даже такие доски, которые сейчас доступны. Все доски сейчас сделаны для чего? Ну, учебные доски, я имею в виду. Для того, чтобы любой человек мог встать моментально, да, есть доступны очень широкие, очень длинные доски, очень стабильные доски, очень широкие доски. Для чего? Чтобы все равно, в какой физической форме я нахожусь, все равно какой я человек, есть у меня баланс или нет, я смогу встать. И так сейчас устроен мир серфинга, чтобы он был доступен всем. Он должен быть доступен всем, чтобы все могли попробовать, но тоже человек должен понять, что от него просит океан. К сожалению, не все это понимают, хотя и очень многие серфят. И у меня вот это ощущение, почему я сейчас на Тенерифе, но вот есть какая-то вот эта мысль, которая все время крутится, возможно, потому что хочется чуть больше вызова. Не хватает волн? Или что? Тут стабильно, тут хорошо. А вот этот вот вызов, что хочется на что-то новое стремиться. То есть не хватает адреналина какого-то, чего-то нового, да, вот такого. Да. Как вот в том фильме, собственно. Они там все искали вот этот дофамин, да, чтобы вырабатывался. То есть он прыгали есть, с парашюта. Но он уже очень стабильный, понимаешь? И вот, возможно, я такой человек, которому нужно с каждым разом все по-другому. Я не скажу лучше или хуже, по-другому. Да, то есть фактически вот что мы сейчас получаем. Ты приехала, преодолела здесь множество чего, да, мы еще об этом не говорили, открыла свою школу серфинга, и успешную, самую большую, насколько я знаю, на юге, да? Это правда? Не могу, не могу сравнить с другим. Знаешь, как я такой человек, который занимается своим делом, особо не смотрю, что происходит вокруг, ну, то есть вокруг с другими школами, да. Тем не менее, вы же общаетесь там с коллегами. Да, мы очень стабильно работаем, все замечательно, самая большая, небольшая, не знаю, да, но одна из самых крупных, известных школ на юге, вот так назовем, да? Спасибо. Вот. То есть наладила все это дело, и вот все налажено, все работает. Ковид пережили, там все пережили. Да. Что дальше? Вот именно. И вот оно, да. То есть для людей, которые ищут как бы все время какие-то истории, Тенерифе не совсем, наверное, подходит, да, вот? Не то, что не подходит, я про себя. То есть у меня постоянно какие-то параллельные свои личные проекты, которыми я занимаюсь, да, и есть тоже у школы разные проекты, которые я понемножку продвигаю, что, ну, тут занимает время достаточно, да, тут все происходит достаточно медленно. Я все еще этим занимаюсь, это все еще интересно, но, возможно, мне хочется вызова, который вот меня поставит на место, так сказать, да, который вот не все так легко, Кристина.
надо от себя больше. И, возможно, это то, что меня... Я не говорю, что вот завтра, через год, через не знаю сколько там, я вдруг уеду и начну все с нуля в маленькой будке в Африке, да, возможно, а возможно нет. Но вот это на то, на что тянет. И тоже хочется вот что-то еще построить, что-то еще почувствовать, по-другому пожить. Да, и это то, что на меня очень сильно влияет, да, не только то, что вот что ты достигла, вот как у нас принято, да, вот ты, карьера, вот потом построил дом, потом у тебя собака и домик собаки, а потом у тебя дети, ну вот вся вот эта система, она на меня не очень работает, потому что, ну, домик-то есть, я имею в виду, я живу тут комфортно, все замечательно, все построено, а вот хочется вот этих вот... Слушай, ну вот интересно, а вот эта вот португальская, например, история, да, с сезонностью, ну, вообще, в принципе, весь материковый даже Испания, да, я отлично помню, там, допустим, Ибица, да, там все заколачивается на не сезон, там вымирает фактически, и к сезону зато, наоборот, бурлит так, что... Но в этом есть и плюс. У нас вроде бы плюс в том, что у нас всегда все работает, круглый год у нас все. Но с другой стороны, это превращается в такую рутину, да, когда вот нет вот этого вот. То есть там ты отдохнула условно, подождала, пока будет новый сезон, что-то новое придумала. И было время покрутить, и подумать, остановиться. А здесь получается, что ты всегда делаешь, и нет этому ни конца, ни края. И это вот становится рутиной, от которой хочется куда-то уехать, да? Это тоже моя вина, потому что я слушаю, что люди хотят. Ну, например, как я открывала свою школу. Я ее не открывала. Я считаю, что ее открывали мои же студенты. Ну, например, один из моих студентов говорит: Кристин, а почему у тебя нету Фейсбука? Говорю, у меня есть мой личный. Не, подожди, твою школу надо как-то назвать, это как мою школу? Я инструктор. Нет, у тебя уже есть школа. Они за меня вот принимали такого типа решения. А, Кристина, почему у тебя нет логотипа? Давай я тебя нарисую. Вот так и родился первый логотип мой, да? Кристина, а почему у тебя нету Инстаграма? Что? Что это? Ну, таким образом росла эта школа. И в чем моя проблема? Я их слушала и не останавливала. То есть они хотят, значит, это хорошо, значит, надо расти. А нужно ли это тебе, да? Нужно ли это мне? Вот именно. Когда я забеременела, был один момент, когда мне надо было остановиться. Да неужели? Все-таки, да? Все-таки, да. Я чувствовала, что я больше начинаю заботиться о том, что во мне растет, чем о людях, которые ко мне пришли, чтобы я о них заботилась. И я поняла, что все, вот мне нужно остановиться и уже начинать руководить процессом, но не заходить на воду. Это для меня было очень сложно. Если кто-то меня помнит, как я на берегу стояла и плыви туда, не туда. То есть я вот прям такая, да. Это меня доводило до такого момента, что надо было школе расти. Я начинала обучать своих инструкторов, которые я хотела, чтобы преподавали так, как я, потому что это просили, опять же, мои люди, люди, которые со мной уже учились, меня рекомендовали, значит, я приезжаю, значит, это система Кристины. И я считала важным держать эту планку. У меня к тебе вопрос. До какого срока ты серфила, когда была беременной? До последнего дня практически. Рожала в воде? Нет? Не, такого не было. Такого не было. Марли решил... До 9 месяца? Да. Пойми, в чем дело. Беременные женщины, они же не больные, мы просто беременные. Да, я понимаю, о чем речь, но смотри, очень многие женщины спрашивают, а можно ли? Да, можно, если ты этим занималась раньше. То есть, если это мой хобби, вот именно. Я балетом никогда не занималась. Вот я в 3-м месяце решу, что мне нужно балетом заниматься, мне категорически скажут нет. Доктора считают, что нельзя серфингом заниматься. Мой доктор сказал, если я буду проходить мимо Лас-Америкас, и я тебя увижу в воде, я просто буду закрывать глаза, потому что я тебе могу говорить все равно что, но я знаю, что ты все равно это будешь делать. Я, кстати, это прятала от своего мужа, потому что он тоже считал, что нельзя. Потом, через какое-то время он со мной согласился, но эти ощущения, которые я имела в тот момент, как я на воде, они передавались для Марли. Ну, я так это чувствовала, что я вот получаю очень-очень-очень позитивный адреналин
допамин, я получаю такие эмоции, которые передаются ему. И он, возможно, поэтому и такой, какой он сейчас есть. Возможно, это на него повлияло. Вот, интересно, мы к твоей семье вот уже второй раз касаемся. Давай вот немножко тут поговорим. А мужа ты здесь встретила или нет? Да. То есть здесь вы нашли свое счастье? Да, я его встретила на экзаменах инструктора по йоге. Да. Было очень много девчонок и только 2 парня, да. Вот видишь, какая конкуренция у меня там была. Вот, у тебя как-то уже повторяется, смотри, истории такие интересные. Он занимается тоже серфингом? Да, он занимается серфингом в свое свободное время, он не инструктор, он не любит учить, хоть он сдал экзамены на инструктора йоги, он никогда не практиковал, это, как бы не его тема. Но серфингом он занимался для своего удовольствия. И как он мне рассказывает, не знаю, это ли правда, что он перед тем, как меня встретить на экзамене инструкторов йоги, он меня встречал на воде. Но так как он слышал, что я разговариваю на русском, а он русский не знает, он из Аргентины, то он не знал, как обратиться ко мне, и все время пытался меня встретить в другой ситуации. Возможно, я по-испански все-таки говорю. А сколько языков ты владеешь в итоге? Если так, которыми я могу общаться без проблем, 5. Подожди, хорошо, это получается испанский, русский, латышский. Латышский, да. Английский и немецкий. Немецкий еще. Да. Я очень люблю языки, люблю их изучать, но вот, например, я раньше изучала голландский, в какой-то момент могла на нем элементарные фразы общаться и так далее, но так только не пользуешься языком, он забывается. Да. И сейчас я опять заново начинаю изучать португальский, мне очень он нравится. Мне кажется, я знаю, куда ты поедешь. В Португалию не знаю. Не знаю, но португальский мне очень нравится, какие они люди, да, и почему вот я... А где именно в Португалии, извини? Какая именно Португалия? Где это? Порту или Нет, Сагреш. Это юг. Южная часть, ниже туда. Да. Там теплее, так сказать. Хотя вода холодная, если сравнить с Тенерифе. Но Португалия, люди просто, они открытые. Они, конечно, не все, но я имею в виду тех, с которыми я общалась, в среде, в которой я была. Бразильцы тоже, они очень открытые люди, да, и такие люди мне нравятся. Почему я заикаюсь иногда на своем немецком? Потому что люди очень закрытые, и с ними сложнее общаться. Знаешь, как меня спрашивают, а испанский был сложным языком, чтобы выучить? Да? Я просто попала на остров Лансароте, где нужен был испанский. Вот просто надо и все, да? Все общение на испанском, да? Очень мало английского, очень мало других языков. И я чувствовала испанский как песню. Знаешь, что вот поешь, один раз прослушал, следующие уже некоторые слова знаешь, и через несколько раз ты эту песню уже поешь. Также я чувствую себя с португальским, да, что если он звучит для меня приятно, то мне легче его изучать. Ты настраиваешься на волну. Да, настраиваюсь на волну, ты прав. Здорово. Это талант к языкам, не у всех он есть, к сожалению. А это спасибо моим родителям. Моя мама решила, что она со мной будет говорить на латышском, а папа на русском. И говорят, что билингва, да, что потом этим детям легче изучить другие языки. Эта адаптивная история, она сразу где-то вот есть. Включается. Да. Очень важный момент. Я поэтому и со своим сыном, я с ним разговариваю на русском. Он больше выбрал русский, да, тут общение и друзья, и все такое. И я как бы уже, когда он был вот совсем уже мини-Марли, я с ним говорила на русском. Хотя изначально мой муж этого не понимал. Он говорит, я вообще не понимаю, что ты ему говоришь. А зачем? А потом он начал воспринимать эту тему, что действительно, когда Марли начал мне отвечать на русском, он говорит, опа. Интересно. Круто. Да, то есть для него родным языком является сразу не один, а несколько языков. Это здорово. Да, и это ему помогает в жизни. Даже если он выберет, не знаю, там жить в Китае, ему будет легче адаптироваться. Конечно. Это преимущество. Скажи, вот все-таки такая профессия, которая заставляет быть от рассвета до заката в океане, да, а как вот с мужем, как личная жизнь от этого не страдает? Как у вас вот это вообще? Слушай, был один момент, когда очень страдала, когда он не очень это понимал, но перед тем, как родился Марли, нам надо было принять решение. Тут отпуск мамы и папы очень короткий, да, то есть надо было понять, понятно, что в 3 месяца мы не были готовы его отправлять в детский сад, как тут очень многие родители должны, потому что другого выбора нет.
То есть оставаться с его работой или оставаться с моей работой. И в этот момент надо было объединить, да, понять, а куда, а как лучше. И мы решили, что оба, работая со школой, мы сможем этот проект сделать красивее, и он и будет как бы поддерживать нас экономически. И это сработало так, что он полностью начал работать и начал тоже понимать, что такое, когда у тебя есть серф-школа, и ты ответственный за каждую жизнь, которая заходит на воду, ответственный за каждый момент и каждую тоже травму человека. Потому что, возможно, ты неправильно выбрал прогноз, и этот человек зашел на воду, и больше никогда в жизни не захочет трогать океан, даже вот прикоснуться к воде не захочет. Это, возможно, мы провоцировали эту травму. То есть он начал понимать, насколько важно вот это решение. Сначала было так, да запускай, ничего не случится, да, а когда он сам начал жить вот в этой ситуации, тогда он начал это понимать. То есть осознал вот все риски, да, насколько это все-таки действительно рисково. Да, не только рискованно, то есть правильный выбор может на очень много что повлиять, может повлиять на будущее человека, может даже не на его карьеру, может не на его здоровье, но на его психологические ощущения, как он чувствует себя в океане. Ну, очень многих фобия воды в целом, да, вот там глубины. Из-за этого многие вообще, в принципе, не идут в серфинг. Да, там. Я готовился, спрашивал у разных людей, да, многие говорили, не-не-не, для меня серфинг далеко, потому что я боюсь глубины. Вот я не могу просто, как представлю, все. Да, есть такое у меня. Этот пример очень часто рассказываю, потому что это было что-то очень особенное. У меня была парочка на занятии, частное занятие. Девушка вот, супер худенькая, вот малюсенькая, вот боюсь, что вот сейчас сломается на волне, да, вот такая девочка, и мужчина у нее вот такой вот сильный, огромный мужчина, вот весь вот прям в спорте. И мы начинаем, после теории, после всего инструктажа мы начинаем заходить на воду. Девушка без проблем ложится на доску и начинает выплывать поглубже, да, где мы будем ловить волну. А мужчина заходит по колено и не может, у него полный ступор, и он полностью вот весь дрожит и ничего не может с собой сделать. У нас было несколько частных занятий, где я с девушкой работала отдельно и с мужчиной отдельно. Я думаю, что его вот самый-самый сложный момент был, как это она может, вот посмотри на нее, вот такая вот, я весь физически готовый, я вот такой вот этакий, и я еще и мужчина, и я не могу. Но он просто не мог через себя переступить. Мы с ним дошли до того, что он доплыл до волны, поймал одну волну и сказал: я понял, спасибо. Он не мог больше. То есть настолько сильная фобия, именно боязнь воды. Вот именно, есть такие моменты. Я считаю, что ответственность инструктора это не только научить серфить. Это первое, это понять океан вместе с собой, как я себя чувствую в океане, что я могу и что я не могу. Если я научу, что ты можешь все, значит, ты поплывешь в один момент сам на ту волну, которую ты не сможешь усилить, и это может повлиять на твое здоровье или жизнь, да? Если я тебя научу, что тебе нужно чувствовать себя комфортно в этой ситуации, которую ты для себя выбрал, тогда это уже совсем другое. Это, я считаю, очень огромной ответственностью инструктора, что он должен делать. Я вот очень люблю брать занятия у других людей, да, вот пилатес, йогу, да. Я хочу вот эти моменты научиться, даже вот серфинг, мы уезжаем где-то в отпуск, да, я с удовольствием беру у другого инструктора занятия, потому что другой увидит что-то во мне, что я сама не увидела, да, и не потому, что я хочу вот достигнуть чего-то, да, или хочу вот на большей волне кататься, или на круче доске, или что-то такое, нет, потому что я хочу увидеть вот эти вот детали, это огромная ответственность. Это как работать в зале с тренером, да, который видит мельчайшие детали со стороны, или там, не знаю, как психолог идет к супервизору для того, чтобы тот у него увидел, хотя он сам психолог. Да. Или там тренер, который, я имею в виду, тренер, который идет и занимается с другим тренером в зале, хотя вроде сам прекрасно все знает, да? Да, не знает, про себя не знает. Имеется в виду, что технология, все занятия, он все прекрасно понимает. Вот именно. Но тренер может допустить огромнейшую ошибку, которая повлияет на человека полностью, да, поэтому это огромная ответственность. Огромная ответственность. Любого тренера. Я не говорю про серфинг, да, это экстремальный вид спорта, есть еще экстремальней, да, но ответственность именно инструктора правильно подать информацию конкретному человеку. Я не могу сказать, что нужно всегда говорить АБЦ.
когда я вот сейчас я в такой стадии, что я обучаю своих тренеров, да, слежу за их работой, вот тоже я в Испанской Федерации, тот тренер, который вот проходит практики у меня, да, юные тренера, они перед тем, как иметь возможность учить самим, они должны пройти практику. Ну и я Испанской Федерации тренеров, я их беру на практику, чтобы обучать вот этим вот деталям, которые никогда не научишься, да, то есть ты смотришь, что он физически делает, и его исправляешь понемножку, пытаясь ему вот дать вот эту вот ответственность. И это самый главный момент, который я их учу. Ты не можешь всегда давать ту же самую теорию. У тебя может быть своя система, но ты должен смотреть на реакции людей, ты должен знать, какие у них страхи, ты должен знать, посмотреть, как он первый раз встает на доску, когда он еще в школе, да, и увидеть, а может, она балерина, и у нее с коленкой что-то, потому что ты это увидишь уже при первом моменте. Вот по мне это звучит даже очень сложно. Вот как это вообще сделать в реальности? Ты видишь впервые человека, вот он пришел, там, в основном же это туристы, да, вот здесь? Нет, ученики. не только. Мы работаем очень много с местными людьми, да, не обязательно из Тенерифе, но с местными людьми, которые хотят регулярно заниматься, которые То есть хотят. в основном это местные все-таки? Нет. Как вот примерно расклад? Большая часть это, конечно, туристы, да, но очень много 80 тоже и люди. на 20 или 70 на 30, так? Ой, не люблю цифры. Да. Ну ладно, плюс-минус. скажем, 80 на 20, 80 да, на 20. скажем, да. Ну, то есть в основном подавляющее большинство это туристы. Ну, то есть человек Да. пришел, ты его видишь в первый раз, и ты уже должна, сразу понимать его психологию, что для него и как это вообще. Какую-то часть ты должен видеть. Логично, Как ты это- ты как это вообще большую можно? часть увидишь на воде. На что обращать внимание? А человеку как вот идти А и вот видеть? на каждое движение, на дыхание. Очень многие люди, когда нервничают, задерживают дыхание. Это полностью блокирует их тело, например. Да? Например, я говорю, вставай на доски, у него Ага. и все. И это то, что его блокирует. Только как ты скажешь, в этот момент делай вдох и в этот момент делай выдох, он сразу расслабляется, хотя сам думает, что он исполняет слепо какие-то команды. Он даже не замечает этого, скорее Он всего. вообще не замечает, что он задерживает дыхание. Или, например, вот танцовщицы, они очень тянут вот пяточки вот так вот наверх. И что получается? В тот момент, когда они пытаются поставить ногу вперед, этот носочек, он зацепляется. Она не понимает, нет, у меня растяжки не хватает, у меня вот там что-то там, да, у балерины там растяжки не хватает, да, конечно. Но они не понимают, почему. И если заметить вот эту вот маленькую детальку, это поменяет полностью все ее движения. Сможет ли она то же самое повторить на воде, это уже зависит от мышечной памяти, насколько быстро она сработала. Но вот именно вот эти вот детали, если инструктор это не заметит, он никогда не поймет, почему она не встала. Или почему она встала криво-косо. Столько всяких маленьких деталей, нюансов, что для меня всегда казалось, ну, хорошо, доска. Ну, встал, не встал. Встал, вот, прокатился на волне. Ну, как бы, что тут, еще? Ну, вот, да, там нужна техника, все понятно, как футболисты играют вот в мяч, да? Да. Ну что, побежали мяч, там, запнул ворота, в принципе, Это как выглядит? Там Просто мальчики бегают за бегают мячиком. мячиком, да, и все. Там же тоже большущая индустрия, куча нюансов для того, чтобы достичь вот этого вот возможности, вот того, что они там делают. В каждой теме. В каждой. И как бы вроде бы понимаешь, с другой стороны, тут столько неочевидных, вот ты сейчас рассказываешь, да, столько неочевидных нюансов, не физиологических, а скорее больше психологических, да? И вот уже ты неоднократно говоришь про то, что почувствовать океан или что-то вроде такой у тебя фразы. А что это значит вообще? Как это понять? А у каждого это ощущение по-другому. Мне хочется передать своим ученикам, как его ощутить, чтобы чувствовать себя комфортно там, да? Например, я серфинг составила из разных деталей. Я считаю, что каждая из них очень важная, но не все они нужны сразу. Вот, например, первый раз ты приходишь серфить, да, я тебя обучаю одной теме, да, чтобы ты понял вот первые детали. Потом смотрю, как ты развиваешься, чтобы в правильный момент тебе дать еще информацию. Вот тот момент, когда я тебе даю эту еще информацию, это очень важно, как ты ее будешь воспринимать. Это вот так называемая океанография, да, то есть как понимать океан. В каком месте заходить в океан, в каком месте ловить волну, а почему сегодня там, а завтра здесь, а почему сегодня я захожу здесь, а я завтра вообще не захожу, а почему я сегодня выбрала эту волну, а завтра ту волну, да, то есть эти моменты — это ощутить океан для себя, и для каждого эти решения будут разными. Когда я нахожусь на воде и
нахожусь на волне, у меня могут быть ощущения совсем другие, чем у тебя. Но пока они позитивные, пока я имею возможность тебе это передать таким образом, чтобы ты там чувствовал себя счастливым человеком на этой волне, да, тогда я считаю, что я сделала свою работу, да. То есть это те ощущения на воде, которые я считаю важными, да, и безопасными, конечно же. То есть это как-то, как вот, прислушаться к себе или что, вот как это? Понять океан, Да. не проанализировать так, чтобы вот я знала вот правильно сколько миллиметров там, где и там, да, не про математику, не про глубокую океанографию, но именно то, что океанография мне может дать, чтобы я понимал, когда мне заходить, а когда нет, а когда выходить из воды, потому что уже небезопасно. Вот мой вопрос, на что ориентироваться? То есть вот о чем ты говоришь? Заглянуть в себя, то есть имеется в виду на свои чувства, ощущения? Соединить их с сознаниями. Сознаниями какими-то там да. Откуда ветер дует, там, вот, не знаю, вот уровень именно, волны. вот именно, прилив-отлив, луна, не луна, это все нужно знать, чтобы, когда я захожу, например, есть очень много людей, которые не чувствуют себя комфортно или не готовы заходить серфить на приливе, да, иногда это не позволяет волна, но очень часто волна намного лучше. При конкретной силе волны она просто замечательная при приливе, но не всем комфортная, потому что еще человек себя там не нашел. То есть представим, что ты на занятии серфинга, да, какое-то время уже обучался, и я тебе рассказываю про прилив-отлив. Ты зайдешь на прилив и скажешь: тьфу, что она ты мне рассказала, да? А другой человек скажет: о! Ну, да. Да? А возможно, это вот это вот тот момент, который к тебе придет, возможно, через 2 года, да? Ты будешь пробовать, попадешь нечаянно на прилив, потому что, не посмотрел, да, или как-то так получилось, и ты поймешь: вот это мой момент. Да, то есть это то, что я пытаюсь передать, и ощутить волну не обязательно, что сегодня я буду ее ощущать идентично, как завтра. Я совсем другой человек вчера и завтра. На волне, я имею в виду. Ну и тоже в жизни. Здорово. Скажи, а вот сколько нужно в целом времени, хорошо, в среднем, да, времени для того, чтобы все-таки вот уже начать чувствовать себя серфером по-настоящему? А как часто ты хочешь заниматься? В среднем сколько уходит у людей времени? Да. Я понимаю, что мы все разные, все по-разному. Но, допустим, от нуля и вот до уровня, когда человек сам выходит в море, когда сам ловит свою волну, сколько в среднем проходит? Ну, смотри, среднем, вот если мы говорим про обучение, то это обычно, вот стандартик, это 5 занятий, что нам хватает времени передать достаточно информации, чтобы человек уже мог сам выходить. Но это не всегда означает, что он готов на это. Да? 5 занятий это желательно в течение пару недель максимум. Потому что если у меня 5 занятий в течение года, понятно, что не мышечная память срабатывает, там очень много деталей, да. Но если мы говорим про какую-то логическую регулярность, да, ладно, еще и месяц, да, 5 занятий в течение месяца. Есть люди, которые предпочитают взять паузу, подумать дома, потренироваться, посидеть у океана и посмотреть на других, что очень-очень помогает, да, посмотреть на свои фоточки, как я серфил вчера, и увидеть ту деталь, про которую мне инструктор рассказал, а я его сначала не поняла, а вот сейчас смотрю на фоточку, а точно у меня пяточка не там, а здесь, да, то есть, эти детали, они очень важны. И вот самообучение, то, что мы даем тебе информацию, и ты потом сам ее перерабатываешь, да, это очень важный момент. Если ты это делаешь, то этот прогресс, он будет быстрее. Если ты этого не делаешь, возможно, тебе понадобится 15 занятий, чтобы эти ощущения ловить. Мне почему-то вообще представлялось, что это надо несколько лет. Несколько, в зависимости от смотри, помнишь, рассказывала про человека 75-65? Да. А он никогда не стремился на огромные волны, он никогда не стремился встать быстро за 2 секунды, повернуть и сделать там снэп, да, и все равно какой-то трюк сделать, снэп. Такой трюк, как поворачивать доску быстренько, да. Это не была его целью. Он просто хотел встать на доску и насладиться. И он это достиг. Не, понятно. Я имел в виду, что все-таки ты говоришь про такое что-то тонкое, да, на тонком плане что-то. И да, есть люди восприимчивые, которые могут чувствовать еще не
заходя в океан, уже все чувствовать. Да, все на понимаю, тонком все плане. знаю. И там нужно доработать только физику условно, да. А есть люди, которые прекрасно, как вот пример, который ты говорила про парня, да, который физически прекрасно готов, пожалуйста, он эту доску может заплыть может вообще куда угодно, но не по другим причинам. Он на тонком где-то плане, видимо, вот он на «вы» с океаном, да, что он туда не идет. Так вот я говорю, то есть в принципе в среднем у людей, получается, уходит, ну, назовем это месяц, да, для того, чтобы вот уже освоиться в среднем такой, да. Потому что мне казалось, что вообще, чтобы до этого достичь, нужно гораздо больше времени, во-первых. То есть насколько отличается мое представление от реальности, интересно. Конечно, но тоже, что каждый считает достижением, да, то есть достижение для меня. Я не говорю про профессионально. Да. Профессионально это особая история, это как везде. Хочешь особую историю? Вот про достижение. Я нахожусь в океане, волны достаточно сильные, обучаю группу, которая уже серфит чуть-чуть, да. Ну как, уже могут выплывать, могут ловить волну самостоятельно, и мы отрабатываем какие-то технические детали, которые каждому нужны. Ну и смотрю, есть такое место в океане, называется канал, где вода уходит обратно в океан, да? Это считается небезопасным местом для тех, которые не знают, а для тех, которые знают, это очень удобная дорожка, чтобы выплыть. Да, обратно. Вот именно. И я смотрю, что в этом канале находится мужчина. Плывет он на надувном крокодиле, у него маска, и он смотрит вниз, да, там красиво, всякое можно увидеть, все замечательно. И он по каналу понемножку выплывает в глубину, но он, конечно же, не осознает, вообще не следит за этим. Я подплываю к мужчине, оказывается, он русскоговорящий, я ему объясняю: мужчина, давайте я вам помогу выйти, а то вы уже выплываете далеко. А он в этот момент смотрит в глубину, вообще не обращает внимания, он так: ай, да вы что, девушка, я уже знаю, не беспокойтесь. И я смотрю, он поворачивается назад, видит, где берег, и у него глаза вот такие становятся, да, то есть он думал, что он близко к берегу все еще, да. И я ему рассказываю: мужчина, вы подплывите сюда, лучше так вот сделайте, я ему помогаю, он выходит на берег. Что он делает на берегу? Там ждет его друг. Он этому другу вот там, я вижу, издалека рассказывает, там вот прям так. И что делает друг? Он надевает маску и делает то же самое. Ну, вот... Аттракцион, говорит, хороший, воспользуйся. Да, все круто. Серферы помогут. Иди. Да, в этот момент на этом пляже спасателей не было, да, то есть мы, инструктора, координировали этот процесс, насколько мы могли, да, но... Кстати, интересная тоже тема, потому что часто у меня у самого даже несколько таких историй, имеется не моих личных, но в моем окружении, когда именно серферы спасали людей. Конечно. Прям вот очень много, на Бенихо, там вот часто история с этим. Просто то, что люди не дают себе отчет о том, насколько сильная вот эта вот мощь океана, что уносит на раз-два, а потом не могут выплыть. Да, потому что они не знают, конечно. Как ангел появился серфер, который их вот так вот оттуда вытащил и... Да, там просто главное попасть в правильное течение, так сказать, чтобы ты мог выплыть из этого. Но очень многие люди пытаются обратно. Вот самая прямая дорожка — это вот для меня, потому что я не знаю, да. А только как я знаю, как двигается вода, эта дорожка, она самая сложная, куда он пытается. Что тебя все время наоборот туда утаскивает. Вот именно, ты плывешь против течения, да. Эти детали — это вот те, про что я вот техническая часть, ощутить океан, да. То есть ты должен знать, и ты должен знать, в какой момент это меняется. Например, на песчаных пляжах этот же самый канал, он меняется. Он не все одинаковый, да? Вот именно, да. Есть места, где он сохраняется очень часто, большую часть времени, а есть места, где он меняется достаточно регулярно. Что для людей это означает? Ой, сегодня он был там, все, я даже не смотрю, я заплываю. Смотреть на океан — это огромная часть обучения серфингу, потому что места, где оно то же самое, я людям советую, вот мне ученики спрашивают: ой, я все время приезжаю на Тенерифе, все время катаюсь на этом пляже, я хочу, чтобы они поменяли. Уезжай в другое место, пожалуйста, в следующий отпуск. Я не пытаюсь свою клиентуру, так сказать, куда-то отправить. Я хочу, чтобы они научились чему-то другому. Он уезжает в другое место, и там совсем другое. И не может, оказывается, да, каких-то вещей. То есть вот именно, и ты больше учишься. И когда ты возвращаешься в ту же самую точку, где ты уже привык, где ты уже все знаешь, ты уже знаешь в 3 раза больше, только потому что ты выехал. Или ушел на другой пляж, но вот недоступно для некоторых уезжать куда-то в другое место, да, вот уйди на тот пляж, я тебе подскажу, в какой день. Иди, попробуй вот чисто, вот посиди на берегу и увидь вот это, вот то, что тебе нужно увидеть.
А на Тенерифе вообще большое количество пляжей, где, ну или не пляжей, мест, где можно серфить, и это так, ну скажем, какой-то уровень вообще. Очень много. Очень много пляжей, где можно экспериментировать. Но единственное, что нас стало так много на Тенерифе, что уже назовем их местными, хотя большинство не канарцы, да, а местные, я имею в виду, которые тут уже давно живут, они начинают не разрешать, пытаться не разрешать людям быть на разных пляжах. Почему? Потому что нас так много, что всегда будет какой-то обезбашенный турист, который на учебной доске поплывет там, где ему небезопасно. И те же самые местные серферы, они считают своей ответственностью помочь этому человеку. То есть ты уже не просто наслаждаешься, ты постоянно следишь за туристами, которые не лезут туда, куда надо, да? И получается такое, что, ну, например, люди, которые уже знают, куда можно, куда нельзя, они приходят, и у них сразу вот такая реакция от местных серферов, да, которые, вот, например, есть серфер на севере, да, который вот обычно он серфит вот здесь, вот и там. Я от них очень часто слышу, что вот как с каждым разом все больше и больше споров на пляже, да. Есть люди, которые говорят: этому серферу нужно один раз дать по голове, и он поймет. Но нужно и уважать вот эту вот часть, что ты пойми, я у себя дома, вот здесь, вот на этом пляже, мне было 5 лет, когда я начала, сейчас мне 45, например, да. И сейчас сюда уже приезжают не 20 человек, а 120 человек. То есть ты пытаешься понять мои ощущения. Вот приезжай на пляж и спроси сначала, а вот как вот здесь, а вот как вот там. Все равно, куда люди приезжают, я им советую. Изначально приди на серф-центр, да, и спроси, а вот как вот здесь, а что нужно уважать вот на этом месте, да, например. Ты не можешь просто так заплыть в океан и не здороваться. Да, вот это вот та серф-культура, серф-этикет, который мне бы хотелось сохранить, то, что я пытаюсь людям научить. Ты не можешь просто так вот: я вот такой крутой, я умею, я на Бали там кручу 360. Я тебя поздравляю, сейчас ты на Тенерифе. Заплыви, познакомься, посмотри, как тут, что тут нужно уважать, а потом уже можешь крутить 360 и здесь. Уровень культуры падает во всем мире, во всех сферах. Это факт. Поэтому и серфинг не исключение. Много случайных людей, так понимаю, да. Появляется в самой теме. То есть, если раньше это было сложнее, да, доски были... вот то, что я говорила, да. Вот, что они были там сложнее использовать. Сейчас есть более простые варианты для всех, да. И получается что слишком много случайных людей, которые не разделяют вот этих ценностей, которые есть у серферов, да, у сообщества серферов, назовем это так, да, там неким братством, да. Вот что вот есть некие каноны поведения, да, вот как нужно себя вести, но об этом общая масса не знает. И эти случайные не люди хочет знать. И не хочет, потому что нет этого просветительского движения. Так вот в музыке происходит, да, вот мы общались, там то же самое с музыкой. Много случайных людей, которые приходят, и это, конечно же, трансформирует. Но это реальность, она такая есть, по-другому не будет, да. Как с этим дальше? То есть, ну вот хорошо. Много людей, падение культуры. Как? Нести просветительскую деятельность или что с этим делать? Перестать заниматься серфером, поставить ограждение, если ты там, нет 10 часов, там, у тебя нет паспорта серфера, значит, ты не можешь выходить. Или что делать? Как вот? Запрещать? Бить по голове не надо? Но да. Как ты думаешь? А вот посмотрим, например, других стран, где серфинг начался намного раньше. Это где? Ну, например, те же самые Гавайи, да? Ну, как пример, популярный пример. Австралия, очень популярный пример. У них тоже происходит такая тема, и с каждым разом все больше, только у них эта тема началась намного раньше. Что у них происходит в школах? Кого мы обучаем? Да? То есть представим, вот дети, которые мы обучаем, да, вот сейчас 6, 7, 10, 12 лет, они уже должны знать, как лучше делать. В серфинге, я имею в виду, да, в своей теме. Если в Гавайях серфинг включен в школьную программу. Почему? Потому что там учитель, который проходил вот конкретные моменты, обучает этим моментам. Это не просто серфер, который вот там за 20 евро или долларов, или все равно в какой мы стране находимся, вот тебя научит вставать на доску.
Нет, там учитель, который передаст вот эту тему «уважать океан». Мы тоже говорим про экологию, да, очень важный момент, который люди не хотят понять, да. Очень важный момент вот этой вот культуры этикета, да, вот я заплываю, я здороваюсь, я знаю, вот если он плывет по волне, то в какой момент я имею право ловить эту волну, в какой момент я не имею права. Всегда есть несчастные случаи или вот нечаянно, я вот не хотела, я тебя не увидела, все нормально, это все понимают, но специально, потому что я не знала, это я уже считаю, как сказать, преступлением, да. Ну вот, то есть если на Канарах, например, то же самое правительство начнет думать чуть-чуть в других квадратиках, не просто про туризм, а про то, что вот эти люди, которые сюда или переехали, или тут живут уже давно, да, они должны знать это. Если мы включаем это в школьную программу, люди уже начинают понимать эти детали, люди, я имею в виду маленькие люди, да? То, что я пытаюсь тоже своему сыну передать. Ты не имеешь права просто прийти куда-то и строить свои правила. Ты должен сначала их научиться, а если ты считаешь, что можешь сделать лучше, тогда уже после того, как ты научился те правила, которые существуют, тогда уже пытаться что-то менять. Это как в музыке тоже, да? Нарушать классическую гармонию можно только зная классическую гармонию. Вот именно, да. То же самое и в серфинге, и в любом виде спорта, да. Вот то, что делает правительство, они очень хотят деньги, они очень хотят туризм, это все замечательно, но тоже нужно правильно направлять местное. Вот смотри, вот ты говоришь, местное население школы, допустим, у нас есть сейчас во всех коллегиях, да, ввели предмет вместо там, не знаю, физкультуры, например, серфинг, и там преподают, соответственно, все, вот как с океаном и все остальное, экология, все здорово. Ты говоришь, 20% это местных. Они, это ничто. Приезжают туристы, которые ничего этого не знают. И вот их Подожди, ты думаешь про эти 20% на данный момент, но смотри, что происходит с этими 20%. Представим, вот у нас 20 учеников, которые в школе, вот конкретной школе, 100, например, вот 20 человек, 20 человек прошли программу серфинга в школе, да, они не обязательно профессионалы серфинга, но они это уже знают. Представь, что один из них становится инструктором серфинга. Так. Он уже будет передавать это дальше. Если из этих остальных 80 один становится инструктором серфинга, он этого не знал, он не будет этого передавать. Нет, это понятно. Я имею в виду в моменте, вот сейчас проблема какая, что перенаселенность, ну это понятно, мы все говорим, мы все тут задыхаемся немножко, что слишком много у нас здесь, в принципе, туризма. Если будет больше инструкторов, которые понимают, это хорошо. Но вот эти 80%, которые приезжают, ну в основном, я так понимаю, англичане, наверное, да, ну в целом, то, что у нас все-таки больше английских туристов. Если мы говорим про, например, нашу клиентуру, ну, естественно, да. то, очень мало англичан. Они не выбирают такого вида. Хорошо, а кто в основном тогда? У нас немцы? Очень много русскоговорящих, у нас очень много немцев, очень много англоговорящих, которые с нами общаются, англоговорящие из всего мира. Да. В последнее время начинает все больше быть американцев. Да. Хотя изначально те американцы, которые приезжали, когда начались вот эти вот прямые рейсы и так далее, очень мало было кто выбирал серфинг. Но сейчас с каждым разом все больше и больше. Да. То есть активные люди, которые хотят или попробовать, или попрактиковать, или уже знают изначально, да, то есть англичане это не совсем наша тема, да, может это тема в других видах деятельности, да, но в серфинге очень мало их, очень мало их, да, то есть они очень вот любят. Эту публику, ее должны, получается, ей прививать какие-то правила. Как прививать этой публике правила? А вот это те, даже кто со стороны приезжают, вот как вот? А вот именно так, вот если ты первый раз в жизни пробуешь серфинг, и тебе ставят как правило, ты должен это, чтобы для тебя самого было безопасно. Ты не можешь словить волну и по прямой плыть обратно, потому что там другой поплывет. Кристина, то есть сейчас, получается, регламентов этих нет? Есть мало инструкторов, которые это передают, да. Вот это я пытаюсь сказать. То есть, например, та же самая Канарская и Испанская федерация серфинга, у них в эту программу этикет, поверхностно они проходят. То есть в тот момент, когда эти инструктора ко мне приходят, чтобы проходить свою практику, у них нету вот этой вот базы, что так должно быть. А она очень важная. Она очень важная для чего? Чтобы для развития вообще спорта. Да. То есть, в принципе, речь идет о том, что хорошо было бы внести в законодательном плане обязанность, что должны, как
про техники безопасности вы обязаны проинструктировать, например, да, чтобы вы это сказали, это юридически, вот чтобы также было и про этику, да, про поведение. Да. Это очень важный момент. Это очень важный момент не только здесь, на Канарах, я имею в виду везде, где обучают серфингу. Да? То есть этот момент, он должен быть включенным. Но, к сожалению, это оставляют на выбор инструктора. То есть я хочу обучаю, не хочу не обучаю. Быстрее заработать деньги, если ты вот эту теорию вот как-то так, люди довольны, и ты их запустил на воду, давай лови, и ты не вглубляешься в детали. Есть очень много людей, которые не хотят это слышать, но твое обязательство это передать им это, потому что когда он придет арендовать доску, к сожалению, у нас в серфинге нету такого вот, что у меня вот видите лицензия, я имею право вот как в дайвинге, да, у тебя вот ты имеешь право вот на такую глубину опускаться, и ты имеешь право вот то это уже самому делать. В серфинге такого нету. К тебе пришел человек, у тебя нету никакого метода проверить, говорит ли он тебе правду, что он там умеет вот круто то-то, то-то, другое. Да? То есть, конечно, у нас уже есть система, мы задаем конкретные вопросы, чтобы знать, что он умеет, что он не умеет. Знаешь, такие вот типа прогноз про что-то, в зависимости от того, что он отвечает, уже понятно он знает или придумывает. Да? Ну вот. Но это должно быть. То есть никакого международного удостоверения серфера там с классами его не существует? Оно существует такое, знаешь, инструктор первого уровня, инструктор второго уровня, то-то, то-то, но при этом, например, ISA, да, International Surfing Association, у них курс длится 1 уикенд. Инструктором серфинга ты становишься за 1 уикенд. Конечно, ты там должен перед тем знать и сдать такой экзамен и этакий. Физически невозможно передать всю информацию, которую ты должен знать. Ну, и поэтому Испания, Канары посчитала, что ИСА сертификат тут не годится. Хотя это все еще очень так слабо проверяется, да, но реально президент Канарской Федерации выступил с темой, что мы не считаем, что ИСА достаточно для нас. Потому что мы обучаем на каменных пляжах, мы обучаем с сильным течением, мы на острове, у нас открытый океан везде, да, мы должны знать очень много деталей, чтобы обучить людей правильно тут, чтобы они были в безопасности, и чтобы они научились чему-то, что вот действительно они могут использовать в будущем, когда будут хотеть вот уже сами серфить. Мы говорили о серфинге, об этом, обо всем, но не говорили о бизнесе как серфера. Да, потому что ты все-таки директор школы, да. Или как владелец школы, как ты себя называешь правильно? Слушай, владелец, главный тренер, директор, я какой-то универсальный там человечек. Солдат? Хорошо. Вот мы про бизнес как бы этого вообще не говорили, потому что, конечно же, так как здесь ты говоришь, очень много мест, где можно катать, серфить, большая конкуренция, да? Как вообще, в принципе, иностранки, да, экстранхеро, как здесь открывать свое дело, вести это дело, конкурировать? Нет ли вот этого? Ну, вообще интересно, как? Да и нет. У меня такой принцип, я всегда по нему шла, что я смотрела, что я делаю, и хотя и я информирована, что происходит вокруг, я пытаюсь от этого, абстрагироваться. Да. Что происходит? Если я занимаюсь своим делом, то это я даю энергию своему делу, да, это опять вот из темы йоги, да, что мне очень нравится, что я пытаюсь давать энергию именно своему делу. Да, конкуренция есть, и некоторую конкуренцию я сама обучила, да, например, вот те же самые инструктора, которых я обучала с нуля, да, есть моменты, когда они уходят и делают свое дело, и это нормальный процесс, так же, как я в один момент пошла делать свое дело. Что хорошо, что плохо, да, это уже как бы не важно, но я продолжаю свою энергию ставить на свое дело. Конкуренция, она есть, и она будет, и ее будет, скорее всего, больше и, скорее всего, качественнее, да, потому что не только я расту в своем деле, и другие растут в своем деле. Что я пытаюсь поливать свою грядку, так сказать. Хорошая фраза. Но изначально это было очень сложно. Даже когда я работала в другой школе, очень многие пытались меня, так сказать, выгнать из этой индустрии, потому что тут это новое, что женщина старается что-то сама достигнуть, сама не за спиной мужчины. Я
я это так почувствовала на себе, да, когда я обучала в другой школе, на меня подавали разные там жалобы на федерацию и так далее, хотя сертификаты у меня были, все было в порядке, но как-то вот пытались, да, почему, ну, клиентура у меня была достаточно стабильная, да, на воде я была практически все время, возможно, это потому что, ну, у них было меньше, да, я не знаю, да, но все время было вот это вот как бы жадность, да, почему у тебя не у меня, да, и я все время чувствовала на себя такое вот давление. Я пыталась, насколько это возможно, хотя я очень эмоциональный человек, я пыталась на это не обращать внимания, да, и как бы продолжать заниматься своим делом. Это было очень сложно в один момент, да, это меня очень ломало, было очень много моментов, когда я была готова все забросить, да, мне очень-очень помогала моя семья, да, и моя семья, которая в Латвии сейчас, да, и моя семья, которая тут, мой муж и потом уже мой сын, да, они меня поддерживали с такой мыслью, что ты можешь, потому что ты идешь на свое, да, то есть ты не пытаешься забрать у Пети человека, да, ты не споришь, если кто-то из твоих уходит в другой, ты держишь своих людей и с ним пытаешься сделать вот максимум, что ты можешь, да, то есть что я могу передать, то я буду передавать, да. Ну и так. Ну, как ты сказала, поливаю свою грядку, как бы, да, вот, ну, у других растет, ну, растет, я вот своим занимаюсь. Да, я знаю, что у него помидоры, есть, да, а у меня другой сорт помидоров. Рецепт работы в конкурентной среде, это, типа, заниматься своим делом, да, вот как вот, ну, я уже вот в течение всего нашего разговора я увидел, что ты очень честолюбива, да, ты вот занимаешь, как-то чувствуешь свой бизнес, да, ты сама любишь серфить, ты вот ты очень романтично это воспринимаешь, ты очень такие детали тонкие чувствуешь, и ты это стараешься, стремишься передать, да, вот во всем, что ты делаешь, начиная там от чистоты каких-то элементарных вещей таких, да, вот казалось бы, которые должны быть какой-то уровень, да, держать, вот, и кроме тебя кто это сделает, да, вот ты на это обращаешь внимание. И заканчивая там, да, вот какими-то такими неуловимыми на тонком плане, почувствовать океан, там, любить природу, там, в целом, да, вот эти все истории. Поэтому ты несешь. Но вопрос такой, вот ты, хорошо, какие сложности и как решалось? Ну, ты говоришь, поддержка семьи, хорошо, но как это вообще вот здесь вот организовать структуру, да, вот это все? Бизнес ты имеешь в виду? Да. Я училась на ходу. Я такой человек, у меня вся семья юристы, да, я такая черная овечка. И я от своей семьи научилась, что если ты делаешь по правилам, ты спишь спокойно, да, и я всегда пыталась делать по правилам, насколько это возможно. Когда я начинала, да, я не начинала вот так вот под сидением, давай вот как-то, да, я вот все сразу легально, все лицензии получала, да, если это задерживало мой процесс, значит, это по какой-то причине задерживало мой процесс развития, да, но я всегда пыталась все сделать по полочкам, чтобы если мне задают вопрос, а есть ли у нас страховка, и я считаю, что она очень нужна, значит, она и есть, и она тебя как человека покрывает, если ты на занятии, да. И так я и с этим справлялась, что я это делала по правилам, даже если это больше затраты, да, это действительно огромные затраты на все это, это очень много времени, что иногда ты думаешь, ну я же хочу просто обучать серфингу, но это тоже нужный процесс, да, это нужный момент, и он занимает время, занимает силы, берет деньги, достаточно много денег, да, но я считаю это важным. И так я и с этим справлялась, да. Есть моменты, которые, ну, например, люди, с которыми я общалась, да, которые были против такого процесса, да, и я в один момент, ну, больше не общалась с этими людьми, потому что у меня свой путь, да, и я так его иду, и так и буду продолжать идти, да. То же самое, вот очень долго люди настаивали, почему ты столько времени тратишь на детей, они же меньше денег приносят. Деньги – это одно, деньги – это результат той энергии, которую я вложила в проект. То, что изначально он меньше, да, это процесс, да, но в какой-то момент, вот сейчас у нас маленькая группа детей, которые занимаются, и я никак не готова остановить это, даже если это занимает время моих инструкторов, и иногда их нужно для занятий для туристов, которые дают больше денег. Но это дети, которым мы передаем этот океан.
да, то есть я вот буду старой бабушкой, которая уже еле будет ходить, я, например, не буду на воде, но вот эти дети там будут и будут передавать это дальше. Вот это то мое мышление, как я иду на что-то, да, вот это мой важный момент, почему мы вот затрагивали в один момент тему школ, да. Что я хочу это передать дальше, да, и нету смысла идти куда-то вот просто из-за денег. Это для меня непонятный процесс. Я не умею так. Хотя у многих это хорошо получается, многие развиваются в другой сфере, да, вот, например, я смотрю, как некоторые люди, которых я знаю, да, они начинали с одним, у них бизнес рос, да, и там деньги растут, да. Я люблю, когда растет чуть другое. Параллельно, чтобы финансово я могла придерживать свой проект, конечно, да, пока мои силы и желания с этим совпадают. Очень близка твоя вообще философия, да, вот того, как ты ведешь бизнес, мне очень откликается, это очень здорово, что есть такие люди. Спасибо тебе большое за вот это именно. Спасибо. Серфинг — это дорогой спорт? Для человека, который начинает. Ну да, конечно. Серфинг достаточно дешевый вид спорта. Есть другая тема, которая амбиции. И обычно у серферов они растут очень быстро. Да? То есть я начинаю серфить, я сначала беру в аренду доску, потом выбираю свою доску, а я потом хочу самую крутую доску, а потом вторую самую крутую доску, а потом третью самую крутую доску, а потом я хочу костюм такой, а не этакий, да. То есть тут уже вопрос вот этих вот амбиций. Если мы говорим так вот, что мне нравится в серфинге, то, что я беру свою доску, мне не нужен ни катер, который меня будет вести куда-то, мне не нужно особое оборудование, которое вот, например, в дайвинге, да, там нужно баллончики вот такие вот этакие, и заправлять, постоянные затраты. В серфинге такого нет. Да? Но, опять же, да, насколько я готова кататься именно на этом оборудовании долгое время, да, у меня финансовая ситуация не всегда была очень стабильной, да, то есть я вот этот путь проходила вот понемножку, да, вот что-то бэушное, что-то, что я могла себе позволить, и это так может делать любой человек, да, то есть ты можешь на Бали вот в один момент с мужем были, и мы сидим на берегу, волна никакая. Вот мы вот как привыкшие, что у нас вот тут крутая волна, все замечательно, сидим на берегу и ноем, да. Какая волна, мы тут приехали, а что это вообще такое? Ну и мальчуган какой-то, да, там местный бежит, берет из мусорника сломанную доску, вот какую-то часть доски, которая все еще как-то держится вместе, он бежит и по этой волне там такое накрутил, что мне вообще было стыдно за себя, что я вообще там что-то сказала, да, то есть вопрос, опять же, амбиций, он нашел какой-то кусок доски и на ней смог сделать больше, чем я в тот момент, который уже с опытом и все такое, и с крутой доской, все, что хочешь, да, но я не могла, потому что мои амбиции мне не позволяли вот на этой вот волне, вот я вот такая, с этого момента я совсем по-другому на это смотрю, да, то есть он смог, он хотел, да, то есть возможности есть, вопрос, хочешь ли ты их использовать. Мне сейчас сразу вспомнилось, у меня как-то в подкасте участвовала Нина Калашникова, спортсменка, более 50 у нее медалей золотых по всей Европе, мировые, бодибилдинг. Да. И она рассказывала про африканцев, которые, говорят, они, говорит, занимаются на пляже с камнями. У них даже, говорит, зала нет. А приезжают на чемпионаты и срывают чемпионаты, просто взрывают, потому что у них физика шикарная, они занимаются так, что ого-го. То есть проработанные мышцы, там и все, просто идеальные фигуры. Это вот к тому же, да? То есть здесь люди приходят в зал, где есть такая-то механика или там такая-то механика, там, не знаю, компьютер встроенный, который тебе говорит, там, что тебе делать. Да, сколько калорий, сколько миллиметров туда-сюда. Нужно вот такую-то там порошочек купить. А те просто на пляже камни тягают и выигрывают чемпионаты мирового уровня. Конечно. Вот, с этим. На вот желании, на вот этом истинном, да, вот на чем-то. Да, вот именно. По-моему, вот эта работа руками, это то, что в этом веке очень не хватает, да, то, что вот я, например, у бабушки на деревне, вот там грядки, там все такое, там природа босыми ногами, это очень важный процесс, по-моему, для любого ребенка, ну, не у всех есть возможности, да, кто в городе живут и так, но возможность вот притронуться к природе и заняться именно тем, что у тебя под рукой вот доступно, да, это что-то просто замечательное и развивает людей вот совсем в другую сторону, да, не просто вот что это такое, и я узнала ответ.
открыть книжку, найти. Это так сказочно. Или пойти и посмотреть на эту букашку, а не на Google снять и тебе сразу скажут, такая букашка подумать, живет там, говоря, да, подумать. Вот так же, как вот африканцы на пляже. Да. Ой, нет, я ничего не могу, я не могу участвовать. Нет, вот я возьму этот камень и с ним буду тренироваться. Это замечательно. И в серфинге то же самое. Возможно, нет у человека возможности. Я, конечно, не советую никому вот просто взять доску и просто идти в океан, потому что океан имеет свой характер, да, с ним нужно знать, как обращаться. Но вот взять вот минимальное, и вот что я людям советую. Вот взял одно занятие, возможно, ты не можешь позволить себе или по времени, или по финансам, не можешь себе позволить взять вот очень много занятий, хотя тебе бы хотелось. Возьми одно, впитай его, послушай. У меня были люди на занятии, которые перебивают теорию, чтобы сказать: я уже кайтсерфер, я знаю все про океан, короче, пойдем серфить. Я их прошу прослушать до конца, потому что один океан, который ты привык, другой океан там, где волна, третьи детали, которые ты еще должен знать про серфинг, это все новое. Я стараюсь везде, где я что-то обучаюсь, а я люблю вот что-то новому научиться, я считаю, что вот каждая деталька, она мне дает не знаю, я когда люди начали меня спрашивать, что кушать, чтобы чувствовать себя комфортно, я прошла все обучение диетолога, да, чтобы знать, что им ответить конкретно, правильно, да, чтобы посоветовать. И вот с этими деталями ты можешь просто лепить очень много что, да, вот ты пришел на одно занятие, узнал вот эти маленькие, прослушай каждую маленькую деталь, приди как вот пустой стакан, да, и наполни его, не приди как полный стакан, и вот скажи, что ты все умеешь, это круто, но ты не умеешь все, никогда. То есть быть открытым, как бы вообще в принципе, да, вот рецепт такой немножко, быть открытым к информации, включать голову, не перекладывать это в руки там технологии, да, а скорее вот этого такого олдскульный такой вариант, да? Да, я очень олдскул. Да. Ну, вообще вот это вот, такой, мы сейчас потихонечку завершаем уже, да, вот вопрос такой, в принципе, серфинг — это некий образ жизни, как вот вообще, есть такое ощущение, что, да, я вот уже говорил, там, братство, не братство, какое-то такое вот ощущение со стороны, всегда кажется, что вот есть как бы как каста такая, вот есть серферы, да, вот есть другие какие-то люди, есть серферы, вот вроде они такие все вот красивые, там все вот это вот, доски, вот эти костюмы, они там как эти касатки там в океане, там вот это прям касатки. То есть вот такое некое, да, такое, и вот какая-то, кажется, что вы там все время живете где-то вот в хижине возле там побережья, там барчик вечером, я не знаю, что-то еще. Вот, это стиль жизни какой-то или что это вот? Это может быть стиль жизни, это может быть и просто хобби. Знаешь, сколько людей у нас в клубе, адвокаты, которые просто рано утром, перед тем, как идти в суд, пойдут посерфить. Это, у других это спортзал, у третьих это пробежечка утром, да. Возможно, у других это почитать книжку, да. Вот это я считаю, что мы все, которые имеем свое время, мы это одна каста людей, которые имеют право, имеют возможность насладиться этим моментом для себя. Да? А то, что серферы, мы чуть другие, возможно, потому что нам приходится жить с природой, да? Нам приходится, да, и поэтому мы ее, может, чуть лучше понимаем. Но вот то ощущение вот этой вот серф-культуры, да, вот все вот такие, вот именно такие, не такие, это чуть-чуть пройденный этап серфинга. Он, к сожалению, больше уже так не существует. Настолько много людей, у которых есть возможность не заниматься 100% серфингом, но продолжать им насладиться, да, что мы имеем какие-то вот ценности совместные, да, у некоторых больше, у некоторых меньше, да, но я не могу нас назвать уже кастой. Это также произошло в фотографии, да, вот, не знаю, может быть, помнишь, такое было фотолюбитель, да? Да. Где фотолюбители? Нет уже. Сейчас либо профессиональный фотограф, действительно профессиональный, либо просто человек, у которого есть телефон, и он вот, в принципе, фотолюбитель. Сейчас все фотолюбители, все фотографируют, есть возможность. Да. Когда-то этого не было, да? Вот сейчас в связи с тем, что серфинг становится доступней в плане досок, да, и все. Вот, наверное, давай напоследок такой вопрос про будущее. Какое будущее у серфинга? Вообще, куда идет все это? Мне бы хотелось, могу так? Давай, да. Мне бы хотелось, чтобы серфинг стал частью
того, что люди начинают понимать больше, да, вот, например, в школах, да, я считаю, вот, в таких местах, как Канары, это должно быть часть обязательного обучения. Не потому, что кто-то должен или не должен стать серфингом, да, это что-то, что мы должны понимать, чтобы продолжать жить тут. Да, я вот, если буду знать про океан, я смогу не только серфить. Возможно, нет, возможно, это не мое, и мне ужасно страшно волны, да, ничего. Может, на каяках он будет, а может, и вообще нет. Может, может, нет. Но вопрос... Да, это даст такую детальку, которая, я считаю, что он должен быть достаточно доступным, чтобы человек мог попробовать и понять, да, и это то, что мне вот тут вот на Канарах не хватает, что вот такая страна, такие острова, где мы вот рядом с океаном постоянно, очень много людей не умеют даже плавать, и это не включено в программу школьную, да. А что наше будущее? Наше будущее – это дети, которые вырастают до бизнесменов, до серферов, до все равно до кого, да, то есть эти важные вещи, которые серфинг может передать, я считаю, что они должны быть включены в программу. А что происходит с серфингом, если это не будет происходить, тогда это уже переходит на какие-то вот меры, где правительство должно будет это регулировать с полицией практически, да, потому что людей нас очень много, и будет становиться все больше, да, то есть нужна какая-то регуляция, чтобы люди понимали, почему и куда, да, а серфинг будет продолжать быть спортом, и будет очень много любителей и профессионалов, которые будут продолжать этим заниматься, потому что это как наркотик. То есть попробуй один раз зайти и получить это ощущение. Вот то, что я говорила в Португалии, я даже не поняла вообще, что произошло, но вот что-то меня зацепило. Вот это что-то будет продолжать зацеплять очень много людей. Прекрасная точка, прекрасно. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо, Такая Илья. любопытная и очень интересная беседа, многогранная, так очень много интересных тем затронули. Мне было очень интересно. Спасибо, Илья, мне очень понравилось с тобой поговорить, и будем продолжать развивать наши темы. Супер, спасибо большое. Спасибо, Илья. Что ж, вот такая история миграции, вот такая история жизни. Спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Илья Ткачев. До встречи в следующих выпусках.